Обыкновенное чудо. Какое странное название. Если чудо, значит необыкновенное. А если обыкновенное, следовательно, не чудо. Разгадка в том, что у нас речь пойдет о любви. Юноша и девушка влюбляются друг в друга, что обыкновенно. Ссорятся, что тоже не редкость. Едва не умирают от любви. И, наконец, сила их чувства доходит до такой высоты, что начинают творить настоящие чудеса, что и удивительно, и обыкновенно. Горем все окончилось для влюбленных или счастьем, узнаете вы в самом конце сказки. Зацвела у перекрестка ствол корявый, а цветы ее легки. К низу катится повозка, валы послушны, на рогах у них венки. К низу катится повозка, валы послушны, на рогах у них венки. Солнце за деревьями склонялось, так казалось, будто вовсе не зайдет. Только легкой дымкой заслонялось. Но завтра Вот так. Все у меня, как у людей. Не пою, не пляшу, не кувыркаюсь, как дикий зверь. Нельзя хозяину отличной усадьбы в горах реветь зубром. Нет, работаю без всяких вольностей. Она идет. Ее шаги. 15 лет я женат, а до сих пор влюблен в жену свою, словно мальчик. Честное слово, так. 15 лет.
пустяки какие! Сердце бьется так, что даже больно! Здравствуй, жена! Здравствуй, жена, здравствуй! Что с тобой? Кто посмел тебя обидеть? Ты. Да не может быть! Ах, я грубиян! Что ж я, окаянный, наделал? А ты подумай. Да где уж тут думать? Говори, не томи. Ну вот что ты натворил нынче утром в курятнике? Так это ж я любя. Любя. Да? Ну спасибо тебе за такую любовь. Открывал курятник, а у всех моих цыплят по 4 лапки. Ну так что ж тут обидного? Да у курицы усы, как у солдата. Ну кто обещал справиться? Кто обещал жить как все? Я. Ну, дорогая, ну, милая, ну, что ж тут поделаешь, все-таки я волшебник. Ну мало ли что. Утро было веселое, небо ясное, прямо силы девать некуда, как хорошо. Захотелось пошалить. Пошалить? Ну, вот и сделал бы что-нибудь полезное. Вон песок прислали, чтобы дорожки посыпать. Взял бы, да превратил его в сахар. Какая же это шалость. Ну, или вон те камни, что лежат у амбара. Взял бы, да превратил бы в сыр. Не смешно. Господи, ну что мне с тобой делать? Все бьюсь. А ты все тот же горный волшебник, дикий бородач. Я стараюсь. Ну, вроде все идет славно, как у людей. И вдруг хлоп, гром, молния, превращения там всякие. Ну, иди сюда. Родной. Ну, а теперь перейдем к самому главному. Кого ты ждешь? Никого. Посмотри мне в глаза. Смотрю. Говори правду. Кого нам сегодня ждать? Людей? Или привидения зайдут поиграть в кости, а? Нет. Нет. Нет? Очень жаль. Неужели ты думаешь, что от жены можно скрыть правду? Ты себя скорее обманешь, чем меня. Ладно, будут у нас гости, дорогая. Ты прости меня, я стараюсь, домоседом стал, но просит душа чего-нибудь эдакого, волшебного. Не обижайся! Ты не знала, каково это замуж! Будут у нас гости сегодня. Вот сейчас, слышишь? Едет, это он! Тот самый юноша, из-за которого начнутся у нас удивительные события. Вот радость-то, вот приятно! А ты юноша как юноша? Да-да! Войди! Давно ждем, очень рад! Здравствуй, сынок! Здравствуйте! Как вас зовут, сынок? Медведь. А как, простите? Медведь. Ой, какое неподходящее прозвище. Так это вовсе не прозвище. Меня и в самом деле зовут Медведь. Простите, просто вы двигаетесь так ловко, говорите так мягко. Понимаете, дело в том, что меня 7 лет назад превратил в человека ваш муж. И сделал он это превосходно. У него золотые руки, хозяйка. Спасибо, сынок. Это правда? Так это когда был, дорогая? 7 лет назад. А почему ты сразу не сказал мне об этом? Забыл просто-напросто, и все тут. Иду я по лесу, вижу молодой медведь, головастая, глаза умные, разговорились мы слово за слово, понравился он мне, и я взял,
взял-то превратил его в человека! Да замолчи! Замолчи! Да я терпеть не могу, когда ради собственной забавы мучают животных. Соловья сажают в клетку, тигра учат качаться на качелях. Тебе трудно, сынок. Да, хозяйка, быть настоящим человеком очень нелегко. Чего ты смеешься, бессердечный? Радуйся. Любуюсь на свою работу и радуюсь. Человек из мертвого камня делает статую и гордится потом, если работа удалась. А ты поди-ка, сделай из живого еще более живое. Вот это работа! Какая там работа? Шалости и больше ничего! А ну отпусти его обратно на свободу, если ты меня любишь, преврати в медведя! Дорогая, все будет отлично. Он для того и приехал к нам в гости, чтобы снова стать медведем. Это правда? Да. Так, значит, ты здесь будешь его превращать, мне выйти из комнаты. Увы, хозяйка, это случится не так скоро. Я стану вновь медведем только тогда, когда в меня влюбится и поцелует какая-нибудь принцесса. Когда, повтори-ка? Когда какая-нибудь первая попавшаяся принцесса меня полюбит и поцелует, я стану вновь медведем и убегу в родные мои горы. Боже мой, как это грустно. Вот здравствуйте, опять не угодил. Почему? О принцессе-то вы не подумали. Пустяки, влюбляться полезно. Да, бедная девушка влюбится в милого и ласкового юношу, а он на ее глазах превратится в дикого зверя. Ну, дело житейское, жена. Так он потом убежит в лес. Ну и это бывает. Сынок, ты бросишь влюбленную девушку? Ну, хозяйка, ведь увидев, что я медведь, она сразу испугается и убежит. Да ничего ты не знаешь о любви, мальчуган. Как пугать, девочка? Ну, опасную игру затеял ты, муж. Я ко всему привыкла, но теперь я боюсь. Чего? Да ураганы, землетрясения, это все пустяки. Нам с людьми придется дело иметь, да еще с влюбленными, да еще с молодыми. Я чувствую, что случится то, чего мы совсем не ждем. Да что может случиться? Принцесса в него не влюбится. Глупости, смотри, какой он славный! А если? Поздно рассуждать, дорогая. Я сделал так, что один из королей, проезжающих по большой дороге, вдруг ужасно захотел свернуть к нам в усадьбу. И вот он едет сюда со своей свитой, министрами и принцессой, своей единственной дочкой. Сынок, беги, мы сами их примем. Когда будет нужно, я позову тебя. Давай. И тебе не стыдно будет смотреть в глаза королю? Ни капельки. Я королей, откровенно говоря, терпеть не могу. Все-таки гость. Да ну его. У него в свите едет палач, в багаже везут плаху. Может, сплетни просто. Увидишь. Сейчас войдет хам, грубиян, начнет безобразничать, распоряжаться, требовать. А вдруг нет? Мы ведь пропадем со стыда. Увидишь. О! Здрасте, любезные. Сейчас. $500. О! Я король, дорогие мои. Добрый день, Ваше Величество. Сам не знаю почему. Ужасно понравилась ваша усадьба. Едем по дороге, а меня так и тянет подняться в горы, заглянуть к вам. Разрешите немножко у вас погостить. Боже мой. Что с вами? А я думал, вы не такое. А впрочем, это не важно. Я всегда
Всегда рад гостям. О! Но мы беспокойные гости. Да это черт с ним. Не в этом дело. Садитесь, пожалуйста. Нравитесь вы мне, хозяин. Фу ты, черт. И поэтому я объясню вам, почему мы беспокойные гости. Можно? Прошу вас. Прошу вас, Ваше Величество. Пожалуйста. Ваше Величество. Я страшный человек. Ну да. Очень страшный. Я тиран. Вот как. Кроме того, я капризен, злопамятен, коварен. И самое страшное, что не я во всем этом виноват. А кто же? Предки, прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети там разные. Они вели себя при жизни как свиньи, а мне приходится отвечать. Паразиты они! Вот что я вам скажу. Простите невольную резкость выражения. Я ж по натуре добряк. Рыбную ловлю люблю там, музыку, кошек. Кс-кс-кс. Нет. Нету, да? И вдруг такого натворю, что хоть плачь. А удержаться никак невозможно? Куда там? Я же вместе со всеми фамильными драгоценностями унаследовал все подлые фамильные черты. Представляете удовольствие? Сделаешь какую-нибудь подлость, все ворчат, никто не хочет понять, что тетя виновата. Вы подумайте, с ума сойти! Тоже весельчак. Просто удержу нет, король. А вот это славно! Тарирарирарирай, ди-да-дай, ди-да-дай. Опа! Хозяйка, 3 бокала. Ах ты, извольте сюда. Это королевское, 300-летнее драгоценное вино. А? Отпразднуем нашу встречу? Хвери пури хачапури цицева, цицевала. Цвет, да? Цвет какой! Мне б костюм такого цвета. Другие короли бы лопнули от зависти. Ну, а еще чуть-чуть. Со свиданица. До дна. Не пей, жена. То есть как это? Не пей. А очень просто. Обидеть хотите. Не в этом дело. Обидеть? Гостя! Тише, тише, ты не дома. Ты учить меня, что ли, вздумал? Да я только глазом моргну, и нет тебя, понял? Министры спишутся, я выражу сожаление, так и останешься на веки веков в сырой земле лежать. Пей. Не стану. Почему? Потому что вино-то отравленное, король. Какое? Отравленное. Подумаешь, а? Выдумал. Пей ты первый. Пей. То-то, брат. Куда понес? Ну куда понес, говорю? Ну не хотел пить, ну вылил бы зелье обратно в бутылку, тоже мне. Ну легко ли на чужбине яду достать? Стыдно, стыдно, король. Не я виноват. А кто? Дядя! И серьезно, дядя? Вот так же бывало, познакомиться с кем придется. Наплетет о себе с 3 короба, а потом ему делается стыдно. У него душа, понимаете, ранимая была легко уязвимая. Вот чтоб не мучиться, возьмет бывало и отравит собеседника. Подлец. Ну, скотина форменная. Оставил наследство. Негодяй. Значит, дядя виноват. Дядя. Я говорю, дядя. Нечего на меня так смотреть. Слушайте, я, между прочим, человек начитанный и совестливый. Другой свалил бы вину на жену, друзей, соседей. А я валю на предков, как на покойников. Им все равно, а мне легче. А может, король, вам не стоит на них Ой, ходить? молчи, Ну, я тебя как-то. прошу. Молчи. Ну, я знаю, что ты скажешь. Отвечать самому за все свои подлости и глупости. Выше человеческих сил. Я же не гений какой-нибудь. Просто король. Каких пруд пруди. Ну да ладно. Ну что ж теперь? Познакомились. Вы меня знаете, я вас. Можно не притворяться, не ломаться, правильно? Хотите хмурьтесь? Остались живы, здоровы, слава богу. Чего там? Скажите, пожалуйста, король, а принцесса тоже? Ах, нет. Она у меня совсем другая. Вот
говорит, какой. Не правда ли? Она очень у меня добрая и совестливая. Мать жива? Умерла, когда принцессе было всего 7 минут от роду. Уж вы не обижайте мою дочку. Король. О, король! Перестаю я быть королем, когда вижу ее или думаю о ней. Вот что, друзья мои, как хорошо, что я люблю только родную дочь. Другой из меня веревки вил бы, и я скончался бы от этого, в бозе почил бы. Скушайте яблочко. Не хочу. Хорошее, не ядовитое. Да, я знаю. Вот что, друзья мои, мне ужасно захотелось рассказать вам о своих заботах и горестях. А если захотелось все, я не удержусь, расскажу. Можно? Ну о чем тут спрашивать? Рассказывайте. Спасибо. Знаете ли вы, друзья мои, где находится мое королевство? Знаю. Где? За 3-9 земель. Совершенно верно. И сейчас вы узнаете, почему мы отправились путешествовать и забрались так далеко. Она причиною этому. Принцесса? Да, она. Дело в том, друзья мои, что принцессе не было и 5 лет, когда я заметил, что она совсем не похожа на королевскую дочь. Сначала я ужаснулся, даже заподозрил в измене свою бедную покойную жену. Стал выяснять, выспрашивать и забросил следствие на полдороги. Испугался. Я успел так сильно привязаться к девочке. Мне даже стало нравиться, что она такая необыкновенная. Войдешь было в детскую, и, стыдно сказать, делаешься симпатичным. Прям хоть от престола отказывайся. Это все между нами, господа. Ну еще бы, конечно. До смешного доходило. Подписываешь, бывало, кому-нибудь смертный приговор, и как хочешь, вспоминаю смешные словечки и шалости. А однажды вот что случилось. Сижу я, работаю, проверяю донесения министров друг на дружку, все красиво, тихо, птички поют. Дочка рядом, вышивает мне шарф каменином. Вдруг церемониймейстер входит, докладывает. Тетя приехала, герцогиня. Я ее терпеть не мог. Визгливая баба. И я говорю церемониймейстеру, ты скажи, что меня нет. Пустяк? Пустяк. Это для нас с вами пустяк, потому что мы люди как люди. А бедная моя дочка, которую я вырастил как бы в теплице, упала в обморок. Ну да. Честное слово. Ее, видите ли, поразило, что папа, ее папа может сказать неправду. Стала она скучать, томиться, а я растерялся. Во мне вдруг проснулся дед по материнской стороне. Вовремя, блин, проснулась наследственность. Вы понимаете, какая получилась трагедия? Девочка ходит по дворцу, думает, глядит, слушает, а я сижу на троне, сложа ручки да посвистываю. Она вот-вот узнает обо мне такое, что убьет ее насмерть, а я беспомощно улыбаюсь. Но однажды ночью я вскочил, приказал запрягать коней, и уже на рассвете мы мчались по двору, милостиво отвечая на низкие поклоны наших любезных подданных. У соседей мы не задерживались. Известно, что за сплетники соседи. Мы мчались все дальше и дальше, вот, пока не добрались до Карпатских гор, где о нас никто ничего не слыхивал. Воздух тут у вас такой чистый, говорю. Ну, разрешите мне у вас погостить. И я построю себе замок со всеми удобствами, площадками для игр, темницей. Боюсь, О, не бойся, пожалуйста. Милая, ну дорогая, мне все это так нравится. Идем, Ваше Величество. Покажу вам вашу комнату. Сразу мне понравились, хозяин. Ваше Величество, вот, осторожно, там будет ступенечка и по коридору. Ну дай-то мне хоть денек пошалить. Влюбляться полезно, не умрет, Господи, Боже мой.
Ваше Величество! Ваше Величество! Пошалить? Ну уж нет, я не позволю. Да разве такая девушка переживет, когда на ее глазах милый и ласковый юноша превратится в дикого зверя? Да даже опытной женщине стало бы жутко. Нет, нет, не позволю. Попрошу бедного медведя поискать другую принцессу похуже. Вот, вон и конь его стоит неосиданный. Сынок, сынок, подожди меня! Сынок! Эти окраины были оправлены вышками, вырезными кружевными кранами. Отблески облаков плавали скорбасы недостроенных домов, а эти дома без крыш в белой ночной дали в пустошь меня загнали, грязь и глину завели. Простите! Простите! Простите, милая девушка. Мне кажется, я толкнул вас. Я не напугал вас? Нет. Что вы? Меня просто никогда так никто не называл. Милая девушка. Я не хотел обидеть вас. Ну, вы что, вы меня совсем не обидели? Правда? Да. Ну, слава богу. Понимаете, моя беда в том, что я ужасно правдив. Если я вижу, что девушка милая, то так прямо и говорю ей об этом. Сынок, сынок, ты где? Это вас зовут? Да, меня. Вы что, сын хозяина этого дома? Нет, я сирота. А я тоже. Ну, то есть отец мой жив. А мать умерла, когда мне было 7 минут от роду. Ну, у вас, наверное, много друзей. Почему вы так думаете? Не знаю. Мне кажется, что все должны вас любить. А чего же? Очень уж вы нежная. Правда. Скажите, когда вы так прячетесь, это значит, что вы рассердились? Да нет же! Нет же, нет! Так я вам вот что скажу, вы красивы. Очень. Удивительно, ужасно. Сынок, сынок, я тебя жду! Не уходите, пожалуйста. Ну ведь вас зовут. Да, зовут. Я вам вот что еще скажу. Вы мне понравились. Сразу. Ужасно. Я смешной? Нет. Нет. Я просто не знаю, что вам еще сказать. Боже мой, что же я делаю-то?
Вы, наверное, устали с дороги, проголодались, а я все болтаю да болтаю. Вот, молоко парное с хлебом. Вот. Ешьте. Вы что, волшебник, что ли? Да нет. Почему же я тогда так слушаюсь вас? Знаете, 5 минут назад я очень сытно позавтракала. И вот опять я ем этот хлеб, да еще и с молоком. Вы точно не волшебник? Точно. А почему же тогда, когда вы сказали, что я понравилась вам, я почувствовала какую-то странную слабость в плечах? Странно, зачем я вас об этом спрашиваю? Ну, кого же мне еще спросить? Мы ведь с вами как-то прям вдруг подружились, да? Да. Сегодня что? Праздник, что ли, какой-то? Я не знаю. Да. Праздник. Скажите, а вы состоите в свите короля? Нет. Я понял, вы из свиты принцессы. А вдруг я и есть сама принцесса? Нет. Что с вами? Вы вдруг как-то покраснели? Понимаете, я много бродил по свету и видел множество принцесс. Вы на них совсем не похожи. Но ведь... Нет! Говорите о чем угодно, только не об этом. Как странно. А мне казалось, что вы такой спокойный, такой радостный, простой. Это от того, что я здоров, как медведь. Что это со мной? Сейчас я попробую понять. Я просто испугалась. Вы сказали, что вы здоровы, как медведь. Медведь. Я так беззащитна с этой своей волшебной покорностью. Скажите, вы меня не обидите? Дайте мне руку. Пусть меня гром убьет, если я когда-нибудь обижу вас. Куда вы пойдете, туда и я пойду. Когда вы умрете, тогда и я умру. Бежим на речку! Боже мой! Я слышала каждое их слово. Не посмела зайти помешать им. Почему? Почему я и плачу, и радуюсь, как дура? Ведь я знаю, что ничем хорошим это не кончится. А на душе праздник. Ну вот и все. Налетел ураган. Любовь пришла. Бедные дети. Счастливые дети. С той поры про маму, папу забыл медвежонок, прижимает к сердцу лапу и просит деньжонок, держит шляпу вниз тульёю. Так живут одной семьёю, как хорошие соседи. Люди, кони, дети. Здравствуйте, хозяюшка! Простите, что врываюсь к вам.
Может быть, я помешал, может быть, мне уйти? Если надо уйти, непременно уйду. Нет, нет, проходите, пожалуйста. Да? Да, конечно. Извините, а можно положить? Да, конечно, прошу вас. Вы очень добры. Ой, А можно воды? да, конечно. Эх, какой славный удобный очаг у вас, а? Ручка для вертика. О, и крючок для чайника. Оригинально. Скажите, пожалуйста, а вы королевский повар, да? Нет. Я первый министр короля. Кто, простите? Первый министр его величества. Простите, Не надо! Вот это вот нет. Раньше все с первого взгляда угадывали, что я министр. Я был сияющий, величественный такой. Знатоки утверждали, что трудно понять, кто держится важнее и достойнее. Я или королевские кошки. А теперь сами видите. Спасибо. А что ж довелось до такого состояния? Дорога, хозяюшка. Дорога? Ну, понимаете, в силу некоторых обстоятельств мы, группа придворных, были выдернуты из привычной обстановки и отправлены в чужие страны. Это само по себе мучительно. А тут еще этот тиран. Король. Да что вы. К его величеству мы давно привыкли. Тиран — это министр-администратор. Черт. Ой, простите, ну, вот если вы первый министр, то он ваш подчиненный, ну как же он может быть вашим тираном? Понимаете, он забрал такую силу, что мы все дрожим перед ним. Как же это удалось ему? Он всех лучше умеет путешествовать. Он умеет добыть карету, лошадей на почтовой станции, накормить нас. Правда, все это он делает плохо. Но мы вовсе всего этого и не можем. Не можете? Да, не можем. Точно не можете? Да, точно не можем. Ну хорошо. Какой талант. Постойте, а куда вы? Министр администрации. Не надо! Пожалуйста, не говорите ему, что я жаловался, а то меня оставят бесплатно. Если меня оставят бесплатно, то я не хотел. Да почему вы просто не пожалуйтесь к королю? Короля хорошо обслуживать, снабжать, что король еще не хочет слышать. Ой, черт его знает, когда это кончится. Мы тут запаршивим к свиньям. Си, пока этот ядовитый гад соблаговолит дать нам мыло. Здравствуйте, хозяйка. Ой, здравствуйте. Простите, что мы без стука. Просто мы в дороге одичали, как чертова мать! Вот она дорога. Очень становится дикими от ужаса, а женщины грустными. Позвольте представить вам красу и гордость королевской свиты, первую королевственную даму. Боже мой, как давно я не слышала подобных слов. Очень рада, черт побери, прошу прощения, фрейлина принцесса Аринтия.
Я Аманда. Ее зовут Аманда. Простите, хозяйка, я вне себя. Его окаянное превосходительство министр-администратор не дал нам сегодня пудры, духов кельк-флёр и глицеринового мыла, смягчающего кожу и предохраняющего лицо от обветривания. А я убеждена, что он продал все это туземцам. Поверите ли, когда мы выезжали из столицы, у него была с собой только лишь картонка из-под шляпы, в которой лежали бутерброд и его жалкие кальсоны. А что вы вздрагиваете, Ваня? То ли мы видели дороги, я могу повторить еще раз. Кальсоны, кальсоны, кальсоны! А теперь у наглеца 33 ларца и 22 чемодана, не считая того, что он отправил домой с оказией. И самое ужасное, что говорить мы теперь можем только о завтраках, обедах и ужинах. Quello abbiamo lasciato il nostro castello. Разве для этого они покинули родной замок? Скотина просто не хочет понять, что главное в нашем путешествии – это тонкие чувства. Чувство принцессы, чувство короля. Я готова страдать. Я умереть даже готова, чтобы помочь принцессе. Но зачем терпеть лишнее? Никому не нужны мучения из-за потерявшего стыд верблюда. Сударыня, не извольте умыться с дороги. Мыла нет у нас. Я вам дам сколько угодно мыла и горячей воды. Хозяйка, вы святая, девочки! Собираемся, девочки, мыться! Вспомните светлую жизнь! Я выложу вас! Здрасте. Здрасте. Виделись. Почему? Почему вы так невежливо со мной, а? Я не сказал вам ни одного нехорошего слова. А где? Где наши чемоданы, а? Украл, да? Вот Всё? народец, все о себе, нет, все только о себе. В смысле? Будете мешать, оставлю вас без завтрака. Да нет. Я так просто спросил. Я пойду поищу сам чемоданчик-то, он там где-то завалялся. Боже мой, когда же это все закончится-то? А? Видо, маре, quanto bello. 2 фунта придворному, 4 в уме, 3 фунта королю и 1,5 в уме, фунт принцессе, полфунта в уме. Итого 6 фунтиков за одно утро. Молодец. Умница. Ровно в полночь. Что в полночь? Приходите к амбару, мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекательный. Чего зря время терять? В полночь у амбара жду, не пожалеете. Как вы смеете? Ой, дорогая моя,
Дурочка пока что ничего такого не понимает. Но я своего не пропущу. Вы сумасшедший! Что вы, напротив? Я так нормален, что сам удивляюсь. Значит, вы просто негодяй. Ой, дорогая, а кто хорош? Весь мир таков, что стесняться нечего. Сегодня, например, иду по улице, смотрю, бабушка летит. Головка крошечная, безмозглая, крыльями бяк-бяк. Дура дурой. И это зрелище на меня так подействовало, что я взял и украл у короля 300 золотых. Ну, а что теряться? Когда весь мир не на мой лад. Да ладно, что там? Придете. Да и не подумаю. А еще я мужу пожалуюсь. И он превратит вас в крысу. Позвольте, а он что, волшебник? Да. Предупреждать надо. В таком случае забудьте о моем наглом предложении, я крайне подлый человек, раскаиваюсь, дайте мне возможность загладить все. Где эти чертовы придворные, а? Да за что вы их так ненавидите? Сам не знаю, но чем больше я на них наживаюсь, тем больше ненавижу. Знаете, вернувшись домой, они вам все припомнят. Да ну глупости. Вернутся, умиляться, обрадуются, заклопочутся, все забудут. Господа, я что, должен бегать за каждым в отдельности? Вы умылись? Умылись, черт побери. Предупреждаю, если вы будете умываться через мою голову, то я снимаю с себя всякую ответственность. Должен быть известный порядок, господа! Да что такое в самом деле? Его Величество идет сюда! Не успел. Твои? Все-таки нравится мне у вас, хозяин. Все так обставлено славно, с такой любовью, что взял бы и отнял. Хорошо, что я не у себя дома. Дома бы я заточил вас в свинцовую башню, а домик себе. Вот ты зверь-то! А вы как думали? Король! От темени до пят. 12 поколений предков, и все изверги один к одному. Сударыня, а где моя дочь? Ваше Величество, принцесса приказала нам отстать. Ее высочеству было угодно собирать цветы на прелестной поляне возле горного ручья в полном одиночестве. И как осмелились оставить вы мою дочку одну? В траве могут быть змеи, от ручья дует. Да нет же, король вон она идет. Здоровехонька, живехонька. И правда. Вон идет моя дочка единственная. Засмеялась. А теперь задумалась. А теперь улыбнулась. Да как нежно, как ласково. Интересно, что это за юноша там рядом с нею? Он ей нравится, значит и мне тоже. Какого он происхождения? Волшебного! Интересно. Родители живы? Умерли? Прекрасно. Братья, сестры есть? Нету. А, лучше и быть не может. Все. Я пожалую ему титул, состояние, и он будет путешествовать с нами. Что вы так на меня смотрите? Ну не может он быть плохим человеком, если так понравился нам. Хозяйка, славный юноша, а? Очень, но... Никаких «но». 100 лет человек не видел свою дочку радостно, а ему говорят «но». Все, решено. Я счастлив, и все тут. Сегодня буду кутить. Весело, добродушно и со всякими безобидными выходками.
бочку вина, 2, 3. И принесите мне тарелки, я их буду бить. И, кстати, уберите хлеб из авина. Я подожгу авин. И отправьте в город за стеклами и стекольщиком. Я говорю, мы веселы, мы счастливы. Все теперь будет как в хорошем сне, ну. Здравствуйте, господа! Господа! Этот юноша мой лучший друг. Жалую ему титул принца. Спасибо, Ну, папа. ладно. Господа, он любит то, что люблю и я. Понимать меня, даже когда я говорю, непонятно. И мне с ним очень хорошо. И очень легко. А знаете, почему он такой сердитый? Я скрыла от него, что я принцесса. Он их терпеть не может. Дорогой мой, да ведь я их сама терпеть не могу. Что с вами? Не смотрите на меня так. Вы чего? Это ж я. Ну, хотите, я вас поцелую! Что? Ни за что. Прощайте. Что? Навсегда прощайте. Что я сделала? А что случилось? Что я сделала? Так, а ну-ка стоять! Дорогая, ты ни в чем не виновата, поверь мне. Я взяла его за руку при всех, ему, наверное, это не понравилось. Нет. Я сказала, что я его поцелую, а он... Убежал! Без оглядки, без дороги. Дочка, я причем доча! Ой. Палач, Жду, государь! приготовься. Жду, государь! Господа придворные, молитесь. Очень наш. Принцесса заперлась в комнате, не пускает меня к себе. Вы все будете казнены. Все! Песочные часы мне. Значит, я помилую только того, кто пока бежит песок в часах, объяснит мне все и научит, как помочь принцессе. Думайте, господа, думайте. Песок бежит быстро. Опа, отвечайте четко, коротко и по делу. Первый министр. Выключите телефоны все. Государь, Да. по крайнему моему разумению, взрослые не должны вмешиваться в любовные дела детей. Нет, ну если это хорошие дети, конечно. А? Вы умрете первый министр. Все, дальше. Сударыня. Много-много лет назад, государь, я стояла у окна, а юноша на черном коне мчался прочь меня по горной дороге. Была тихая лунная ночь, и топот копыт все затихало вдали. Да говори ты скорее, окаянная, песок-то сыплется. Не мешайте ей. Ваше Величество, время одно на всех, нам-то что останется? Продолжайте, сударыня. Благодарю вас, Ваше Величество. Так вот, была тихая лунная ночь, топот копыт все затихало вдали, и вот он умолк навеки. Ни разу с того дня я больше не видела бедного мальчика. И, как вы знаете, с тех пор я вышла замуж и верно и преданно служу вам. Ничего не понял. И вы были счастливы? Ни одной секунды Ну, за значит, всю- вы умрете следующий. Все. Спасибо, Ваше Величество. Дальше. Ваше Величество, я считаю, что лучший способ утешить принцессу – это выдать ее замуж за человека, доказавшего свою практичность, знание жизни и состояние при короле. Вы говорите о палаче? Что вы, я его с этой стороны совсем и не знаю. Ну, значит, узнаете. Аманда. Insomma, stanno e abbiamo pregato e siamo pronti per la morte. Вообще версий никаких? No. Каждая девушка поступает по-своему в подобных случаях. Только сама принцесса может решить, что ей делать.
дочь, ты чего? Ты зачем меня пугаешь? Куда ты собралась в таком виде? Этого я никому не скажу. Оседлать коня. Едем? Едем? Прекрасно полочудите, дорогой придворный. Замолчите! Замолчи. Папа, прости меня. Я тебя очень люблю. Я тебя... Но я уезжаю одна. Нет. Клянусь, что убью каждого, кто последует за мной. Запомните это все. Доча, даже меня? Да. Прости меня, папа, прости. Меня здесь никто не понимает. Я хочу быть одна. Одна! Запрыгнула на коня. Скачет в горы без дороги. Она ж простудится. Я говорю, она заболеет. Она упадет с коня, запутается в стремени, за ней! Все за ней! Да, Ваше Величество, она сказала, что застрелит каждого, кто последует за ней. Ну что? Я буду идти за ней всюду. За камушком буду прятаться, за травинками ползти, но не брошу мою крошку! Ну что, ты доволен? Очень. Погонщик только песню о любви поет. Погонщик стряхнется мул и колокольчики на нем, и колокольчики на нем забьются звон. Ну, скорей, скорей, мой путь. Я вижу, ты совсем заснул. Ну, поспешим, застанем дома дорогую. Ты напьешься. Из ручья, а я решется с плеча и покривлю тебя и в морду поцелую. Ну и погодка. Пурга, метель, буря, лавины, обвалы. Даже дикие козы испугались. Прибежали к мяснику просить о помощи. Но, к счастью, трактир мой построен надежно. Как хороший. Замок. Платок вышивает цветной, старый милой. Трактир Эмилия. Со мной вы нынче готовы. Трактир Эмилия. Эмилия, а значит слова. Эмилия. Красивым намерением Да. я приеду за вами. Да. О, вот ведь какая судьба. Она уже седая, наверное. Господи! Боже мой! Господа! Господа! Проходите, не стесняйтесь, господа!
сюда вам надо. Ради всего святого, Аманда, ну я умоляю, Вы правда. знаете, трактирщик лучше македонского. Он иди, убивает, а я и помогаю. Вот так вот. Маленькая ты моя, иди сюда. Ой, о! Вина горячего, господа. Вина горячего. Сейчас принесу. Трактирщик! Здрасте. А впрочем, ботинки на Несу, господа. Трактирщик! Ну что? них можно Я король. Оп. любую погоду. Но портить Здрасте, Ваше Величество. Так, несу, господа. Несу. Это прекрасная минута. Да, рюмки зовут. Сейчас принесу. Я очень несчастен, трактирщик. Такое случается. Врешь. Я беспримерно несчастен. Так я вас вылечу. У меня аптечка есть для таких несчастливых. Сейчас. Вот. Ну. Давайте. Во время этой проклятой бури мне было полегчало, а теперь я вот согреваюсь, оживаюсь, и все мои печали и горести оживают вместе со мной. Дайте мне еще вина. Ну, как говорится, еще по одной. А у меня дочка пропала. Ай-яй-яй. А эти вот бездельники, вот эти вот дармоеды, оставили мою дочку одну. Дочка влюбилась, поссорилась, переоделась мальчиком и скрылась. А она к вам случайно не забредала? Нет, Ваше Величество, нет. А кто в трактире живет? Знаменитый охотник с двумя своими учениками. Охотник. Да. Так охотник мог видеть мою дочку. Они ж охотники охотятся повсюду, позвать. Нет, этот охотник давным-давно не охотится. Чем же он тогда занимается? Борется за свою славу. Он получил уже 500 дипломов и подстрелил 500 хулителей своего таланта. Кого? Хулителей. Ну, это не важно. Да и черт с ним. Эй, вы там! Приговоренные к смерти! В путь. Куда же вы, Ваше Величество? Вам-то какое дело? Мне легче там, где лупят снегу по лицу и толкают в шею. Ваше Величество! Дуй, ветер! Ваше Величество! Дуй, пока не лопнут щеки! Лей, дочь, как из ведра! И затопи верхушки флюгеров и колоколен! Вы, молнии быстрые, как стрелы, жгите мою седую голову! Ваше Величество! Я понимаю, что когда такая ситуация случается, трудно усидеться на месте. Невозможно! А приходится. Вы там ничего не найдете, сами только потеряетесь. И пусть. Ну, хватит. Чай не маленький, глава семейства. Хватит зубы скалить. Я сейчас проглочу мешок пороху. Как ударю себя по животу и разорвусь на части. Эти домашние средства никогда и никому не помогали. Что ж делать? Давайте я вам выделю лучшую комнату. Там-то я что буду делать? Ходить из угла в угол. А завтра мы с вами вместе пойдем искать принцессу. Пойдемте, Ваше Величество. Люди, порождение крокодила. Ку-ку.
Я говорю, ку-ку, идите, тут нет никого. Опа! Это охотники приехали сюда. То я застрелю тебя, как зайца, понял? Ты я-то здесь при чем? Ну, молчи, молчи, тихо. Куда я не поеду отдыхать, везде толкутся окаянные охотники. Ненавижу. А еще тут же охотничьи жены обсуждают охотничьи дела в крик и в кость. Ой, дурак ты, а! Господи, да я-то здесь при чем? Заруби себе на нос! Что? Если эти приезжие охотники, то мы уезжаем немедленно! Да, болван, убить тебя мало! За что же вы мне начали? За что? Молчи! Тихо, да молчи! Письма отправил? Отправил. Еще до бури отправил. Все отправил? Все отправил. А то, что в большом конверте? И то, что в большом конверте я отправил. А начальнику И охоты? начальнику охоты я в первую очередь отправил, да, между прочим. А когда шел обратно, то я следы видел. И лисы, и зайцы. Да к черту твои следы! Есть мне время заниматься этими глупостями, когда там внизу враги роют мне яму. А может, не роют, а? Роют, знаю я их. Ну, пускай роют. Пускай роют, а мы настреляли бы целую гору добычи. Вот когда нас боялись бы. Они нам яму, а мы им добычу. Вот и вышло бы, что мы молодцы, а они, так сказать, подлецы. Ну, настрелять бы, ну, начать... Пошел! Ну, стрелять бы. Вот как начнут они там внизу обсуждать каждый мой выстрел. Мол, лису он убил, как в прошлом году. Ничего не внес нового в дело охоты. Ага, вы внесли? Да! Я до сих пор бил без промаха. Да молчи ты! Ну, тихо! А где мой новый ученик? А он ружье чистит. О! Молодец. Да? Да. У вас кто новенький, тот и молодец, да? Да. Ну и что? Во-первых, я его не знаю и могу ждать от него любых чудес. А во-вторых, он меня не знает, а поэтому любит без всяких оговорок и рассуждений, да? Не то, что ты. Что? Да, Я не вас то, не что люблю. ты. Он меня любит больше, чем ты. А ты вообще за вами все время ходит. Молчи, ты чё, Приехал кто-то. Черт побери, это точно какой-нибудь охотник. Ну давай, открывай быстрее! Ну давай быстрее! Да иди открывай быстрее! Подлец, а! Вы охотник? Нет. А почему это вы говорите с таким ужасом об этом? Я не люблю охотников. А вы их знаете, молодой человек? Да, мы встречались. Да. А охотники — это самые достойные люди на земле. Умоляю вас, не будем об этом. Я не знал, что вы так любите охотников. Кто я? Да я просто терпеть не могу, когда их ругают посторонние. Я, между прочим, сам охотник. Знаменитый. На своем веку я подстрелил 300 орлов, 500 оленей, 200 зайцев и 99 медведей. И чего это вы встали? Убивать медведей все равно, что детей убивать. Ничего себе, дети. А вы видели их когти? Да! Они много короче, чем охотничьи кинжалы. А сила медвежья? А не надо было дразнить зверя. Да я так разъярен, что просто слов нет. Ученик, тащи сюда ружье. Сейчас я вас убью. Не жалей его, ученик. Он не человек, так как ничего не понимает в искусстве. Ну давай, тащи сюда ружье, чего ты встала? Давай быстрее. Давай, тащи, не бойся. Пока господин знаменитый охотник отдыхал после обеда, я вытащил все патроны. Что? Я знаю привычки моего почетного гостя. Нахал. Вовсе не нахал. Что это вы? Вас, грубиянов,
Вы же любите, когда вас хватают за руки, да? Да. Ну ладно, съешьте лучше двойную порцию охотничьих сосисок. Ха. Давай, черт с тобой. И охотничьи настойки двойную порцию. О, другое дело. Значит так, ученики, собирайтесь. Завтра утром мы идем на охоту. Что с вами? О, вы пока присаживайтесь, молодой человек. Вам не здоровится? Я вас вылечу. У меня хорошая аптечка. Кто эта девушка? А, вы страдаете от несчастной любви? Кто эта девушка? Здесь ее нет, бедолага. Ну как нет? Я только что видел ее здесь. Да это не она. Это он. Ученик знаменитого охотника. Вы меня понимаете? Да. Благодарю вас, да. Скажу-ка я за настоящую аптечку. Простите, у вас нет сестры? Посидите со мной немного, пожалуйста. Понимаете, дело в том, что вы ужасно похожи на девушку, которую мне необходимо забыть как можно скорее. Не хочу напоминать то, что необходимо забыть. Боже мой, голос ее! Вы приедете? Да, очень может быть. Понимаете, я ехал 3 суток без отдыха, без дороги. Я поехал бы дальше на мой конь. Он заплакал, как ребенок, когда я хотел миновать эту гостиницу. Вы убили кого-нибудь? Нет. От кого же бежали? От любви. Какая забавная история. Не смейтесь. Я знаю, молодые люди жестокий народ. Ведь они еще ничего не успели пережить. Я сам был таким еще 3 дня назад. Но с тех пор поумнел. Вы были когда-нибудь влюблены? Не верю я в эти глупости. Я тоже не верю. А потом влюбился. В кого же это, позвольте узнать? Да в ту самую девушку, которая так похожа на вас. Смотрите! Пожалуйста. Не смейтесь, я очень серьезно влюбился. Да уж, от легкого увлечения так далеко не убежишь. Вы не понимаете, я влюбился и был счастлив. Недолго, но зато как никогда в жизни. А потом... Ну? Потом я узнал об этой девушке такое, что все перевернуло разом. И вдобавок ко всему я узнал, что и она влюбилась в меня. Какой удар для влюбленного. В этом случае страшный удар. Но страшнее всего мне стало, когда она сказала, что поцелует меня. Глупая девчонка. Чего? Да дура она презренная. Не смей так говорить о ней. Да нет, она этого стоит. Это не тебе судить. Это прекрасная девушка, простая и доверчивая, как я. Как вы? Я! Вы? Да! Да вы хитрец, хвостун и болтун. Я. Да вы каждому первому встречному рассказываете с худо скрытым торжеством о своих победах.
Так вот, как ты понял меня. Да так! Она глупа! 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 Дерзкий щенят наказывает. Защищайся! Да! Поразительно злая судьба. Очень Возьми! Давай! И скорости, чтобы сменить, я первый придумал. Давай! Злая судьба. Вот ведь какая судьба. Исключительная судьба. Очень ботинки надеть нельзя без расхода. Их можно стоять и сидеть. Принцесса, зачем вы здесь? 3 дня я гналась за вами. Только в бурю я потеряла ваш след. Встретила охотника и пошла к нему в ученики. Вы 3 дня гнались за мной? Да, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Вы для меня все равно что бабушка. Да еще и чужая, я не думала вас целовать. И влюбляться я вас тоже не думала. Прощайте. Вы так обидели меня. Но я все равно вам отомщу. Я умру, но отомщу. Я уезжаю. Невозможно. Это еще почему? Но вы разве не слышите? Тишина какая. Верно. Почему это? Мы погребены под снегом. Мой старый друг, горный волшебник, женился, остепенился, иначе бы я подумал, что это его шалость. Тогда заприте меня. Зачем? Я не должен видеть принцессу. Я ее люблю. А, это и в самом деле была она. Она... Боже мой, только сейчас, когда я не вижу ее, понимаю, как оскорбила она меня. Да нет. Как нет? Вы слышали, что она мне тут наговорила? Такого простить нельзя. Я только разик. Я взглянул на нее, когда путь будет свободен, а потом уеду. Идите в свою комнату. Забирать я вас не буду. У меня новый замок. Мне будет жалко, если вы его сломаете. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, нигде не найдешь ты покоя. Уйдешь в монахи, все напомнит о ней. Построишь трактир, каждый стук в дверь
напомнить тебе о ней. Простите. Эй! Кто-нибудь! Свеча в моей комнате все время гаснет. Эмилия. Эмилия? Ведь это верно. Ведь вас зовут Эмилия. Да, меня зовут так, но, сударь... Эмилия. Черт побери. Скажите, вы узнаете меня? Эмиль. А так звали юношу, которого жестокая девушка заставила бежать в горы, вечные снега. А вы не смотрите на меня. Лицо обветрилось. А впрочем, к дьяволу все. Смотрите, вот я какая теперь стала, смешно. Да я вижу вас такой, как 25 лет назад. Проклятие! На самых многолюдных маскарадах я узнавал вас под любой маской. Я помню. Ну и что мне маска, которая нацепила на вас время? Но вы не сразу узнали меня. Ну, вы были закутаны. Не смейтесь. А я разучилась плакать. Вы меня узнали, но вы не знаете меня. Я стала злобной, особенно в последнее время. Трубки нет? Трубки? Да, я курю. Матросский табак. Адское зелье. От этого табака свеча все время и гасла в моей комнате. Я и пить пробовала, не понравилось. Вот какая я теперь стала. Вы всегда были такой. Я? Да. Всегда у вас был упрямый и гордый нрав. Теперь он проявляется по-другому только и всего. Вы замужем были? Была. За кем? А вы его не А знаете. он здесь? Умер. А я думал, что тот юный А он паж... тоже умер. От чего? Утонул. Отправился на поиски своего младшего сына в море и утонул. Так значит, юный паж... Стал седым стариком и умер. А вы до сих пор на него сердитесь. Вы целовались с ним на балконе? А вы танцевали с дочкой генерала. А танцевать это прилично! Черт побери, да вы все время шептали ей что-то на Да я ухо. шептал ей раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три! Она все время сбивалась с такта. Смешно. Очень смешно. До слез. Ладно. Ну, простите меня, окаянную, что я целовалась с тем мальчишкой. Дайте руку. Дайте. Платок вышивая цветной, не старый, не новый, не новый. И я знаю, для встречи со мной вы нынче готовы? Готовы. Свои же намерения означу слова. Словами. На сивом намерении я приеду за вами. За вами. Ох, вот ведь какая судьба! Ах, удивительно злая судьба! Ох!
Судьба, да, исключительно злая судьба. А впрочем, извольте понять, болят мои пятки. К тому же дорога, видать, опять не в порядке. Не скоро до вас добреду, устану же скоро. Я лучше совсем не приду. Прощайте, сеньора. О, вот ведь какая судьба! Ах, удивительно злая судьба! О, вот ведь какая судьба! Да, непростительно злая судьба! Ну вот и все. Жизнь не начнешь сначала. И все равно я рад, что вижу вас. Я тоже. Тем глупее. Да. Ладно, плакать я теперь разучилась. Только бронюсь или смеюсь. Подождите, подождите. Нам есть о чем с вами поговорить. Правда? Да. У меня дома двое влюбленных могут погибнуть навеки. А кто эти бедняги? Принцесса и тот юный мальчуган, из-за которого она сбежала из дому. Они встретились! Да, и уже успели поругаться. Бей в барабаны! Что, простите? Труби в трубы! А в какие трубы? Не обращайте внимания, это просто дворцовая привычка. Так у нас командуют в случае пожара, наводнения, урагана или чего-то там еще. Нужно сообщить королю. Шпаги вон! Я понял, бей барабаны, труби в трубу. Она была замужем за дворцовым комендантом. Этот болван даже не понимал, на ком был женат. Царство тебе небесное, комендант. Вы ее видели? Да. Бледна. Худа. Еле держится на ногах. Загорелый, бегает, как мальчик. Молодец. Спасибо, Ваше Величество. Да не ты молодец, она молодец. Впрочем, ладно, пользуйтесь. И он здесь? Да. Мучится? Очень. Так ему и надо! Она жива, здорова, а он мучится! Трактирщик! Трактирщик, дай мне капель. Каких? Почем я знаю, ученик мой заскучал. Этот, что ли? Еще что? Я умру, он и то не заметит. Да какой это? Новенький мой заскучал. Не ест, не пьет, не впопад отвечает. Принцесса. Что? Твой новенький — это переодетая принцесса. Волк тебя заезжал. А я ее чуть по шее не стукнул. Чего? Дурак! Кто ты? Идиот! Да ты посмотри на него, а! Так, а ну-ка, тихо! Где принцесса? Но. Вот только не надо орать, любезный. У меня работа нервная, сложная. Я окриков не потерплю. Пристрелю тебя и отвечать не буду. Понял? Кто это? Это король. Где моя дочь? Ее высочество изволит сидеть у очага в нашей комнате. Проводить. Да, конечно, я вас провожу, а вы мне диплом. Не, ну, дескать, учил королевскую дочь благородному искусству охоты и все такое. Потом. Сейчас. Вот сейчас мы услышим пальбу. Какую? Принцесса дала слово, что застрелит каждого, кто последует за ней. Она не станет стрелять в родного отца. Ой, знаю я людей. Для честного словца не пожалеют и отца. Вот новости. Оружие учеников я и забыл разрядить. Тише! Его величество возвращается, он раз... Как начнет казнить? Я так простужен. Нет, работа хуже придворной. Я в ужасном гневе. Да.
Принцесса сидит там у огня, тихая, несчастная. Одна. Вы слышите? Одна! Что делать будем, а? Я вас спрашиваю, делать будем что? Молчим? Отвечать будем? Я ее растил. Да. Воспитывал. Да. Теперь вот не могу ей помочь. Да! Нет. Ну, пойдите к ней. Ну, расспросите ее, сделайте что-нибудь, ступайте. Да, Ваше Величество, она стрелять будет. И что? Вы же все равно все приговорили к смерти. Боже мой. Ну почему все так несправедливо в твоем мире? Где моя маленькая дочка? Несчастная женщина сидит у огня. Ступайте к ней. Ваше Величество, позвольте, я поговорю с принцессой. Нет. Почему? Потому что хочу, чтобы кто-то пошел из своих. Так именно свои. Они кажутся влюбленным чужими. Все изменилось, а свои остались такими, какие они были. Да-да-да, вы правы, я об этом не подумал. Молодец, от решения своего не отступлю. Почему? Самодур, потому что. Все, во мне тетка проснулась. Дура, неисправимая. Шляпу мне. Бумагу мне. Там. Ну. Жребий, господа! Жребий! Значит, кто вытянет бумажку с крестом, идет к принцессе. Ваше Величество, позвольте мне без всяких крестов поговорить с принцессой. Нет. Мне есть что ей сказать? Нет. Почему? А мне попала вожжа под мантию. Я вообще король или не король, а? Жребий, господа, жребий. Первый министр. Опять? Увы, государь! На бумаге нет креста. А зачем же тогда кричать увы? Следующее. Тянем, сударыня. Хватит! Мне идти, государь. От всей души поздравляю царствие вам небесного. А покажите бумажечку. Оп. Бумажечку надо показать. Я говорю, бумажечку. Покажите. Посмотрите, а? Так, и норовят обмануть своего повелителя. А? Тянем бумажечку. Я говорю, бумажечку. Тянем. Что вы делаете? Ниже шляпы. Мне на всему придется. Я хотел сказать, увы, нет никакого креста. Следующий. Стая. Назад. Бумажечку покажите. Кого? Я сказал бумажку мне. Показать? Я король. Нет креста, говорите? Нет. А это что? Да какой же это крест? Смешно, честное слово. Это скорее буква Х. Ха тебе. Да люди! Люди! Опомнитесь! Да что ж вы делаете? Мы бросили дела! Забыли сами звания! Поскакали по чертовым мостам, по козьим дорожкам, а что нас довело до этого? Любовь? Ой, давайте, господа, говорить серьезно. Нет никакой любви на свете. Есть!
Уж вам-то стыдно притворяться. Вы человек коммерческий, имейте свое дело. И все-таки я постараюсь доказать, что любовь есть на Да свете. нет ее! Людям я не верю, потому что слишком хорошо их знаю, а сам ни разу не влюблялся. Следовательно, нет любви. Следовательно, меня отправляют на смерть из-за чего? Из-за выдумки, предрассудка, пустого места. Не надо тянуть мое время. Ладно, Ваше Величество. Я не буду. Только выслушайте меня сначала. Когда контрабандист ползет через пропасть по жердочке, или купец плывет на маленьком суденышке по Великому океану, это почтенно. Это понятно, но люди деньги зарабатывают. А во имя чего, извините, мне голову терять? То, что вы называете любовью, это немного неприлично. Довольно смешно и очень приятно. Тогда при чем же тут смерть? Замолчите, Нечего, презренный! нечего, сударыня, смотреть на меня так, будто вы в самом деле думаете то, что говорите. Нечего, нечего. Все люди свиньи. Это да, это да. Только они в этом признаются, а другие ломаются. Не я, презренный Ваше Величество, не я, злодей, а все эти благородные страдальцы. Странствующие проповедники, нищие певцы, площадные болтуны. Это они лгут, что совесть существует в природе. Это они выдумали любовь, Ваше Величество, чтобы отправлять на смерть обманутых дурачков. Нет никакой любви. Нет. Послушайте, солидного, состоятельного меня. Браво здесь, браво. Про свиней не очень. А почему же тогда принцесса страдает? По молодости лет, Ваше Величество. Да. Очень понравилось. Ну все, сказали слово приговоренного. И в путь. Все равно не помилуют. Застрелю. Ступайте. Экий дьявол, а! И зачем я его стал слушать только? Взял, разбудил во мне тетку, которую каждый мог убедить в чем угодно. А может, правда любви нет, а? А что, если правда нет любви? А, принцесса просто простудилась, а я себе что-то выдумал. Ваше Величество! Вы женщина почтенная, верующая. Я с молодыми поговорю, ладно? Си, Аманда, cosa? вы верите в любовь? No, Sua Maestà. Нет, Ваше Величество. Я знаю, что такое но. А почему? Ero innamorata di una persona e si è rivelato essere un mostro. Allora ho smesso di credere nell'amore. Mi innamoro ora di tutti, non importa. О, фу. Она была влюблена в одного молодого человека, а тот оказался диким чудовищем. И после этого она перестала верить в любовь и влюбляется во всех, кому не лень, ей все равно. Падло Багинацой. Видите? А? Что я вам говорю? Аринти, а ты что скажешь о любви? Все что угодно, кроме правды, Ваше Величество. Почему? Говорить о любви правду так страшно и так трудно, что я разучилась это делать раз и навсегда. Теперь я говорю только то, что от меня ждут. Ты мне одно скажи. Любовь на свете есть или нет? Есть, если вам так угодно, Ваше Величество. А может нет ее, а? Нет ее, если вам так угодно, Ваше Величество. Есть только легкое, веселое безумство, всегда кончающееся... Вот вам и нет любви.
Царствие ему небесное. Так а может она... Они махнулись там. И что такое? Вы почему живы, нахал? Да потому что это я стрелял. Государь. Вы? Ну, Кого? в кого? В эту принцессу. Да вы не волнуйтесь, она жива. Палач! Плаху и рюмку водки. Водку мне, остальное ему живо. Не торопитесь, любезный. Ты кому это все говоришь? Вам, папаша, говорю, не торопитесь. Принцесса-то моя невеста. Ей, барабаны! Так, а ну-ка, тихо все. Рассказывай толком, убью. Расскажу с удовольствием. Люблю рассказывать о делах, которые удались. Да что вы, садитесь, я разрешаю. Ну, не хочешь, как хочешь. Ну вот, пошел я, как вы хотели, к девушке. Иду, хорошо. Приоткрываю дверь, а сам думаю, ох, убьет. Умирать хочется, как каждому из присутствующих. А она обернулась на скрип двери, я, сами понимаете, ах... Что? Ну. Выхватил свой пистолет и, как поступил бы любой на моем месте, выпалил с пистолета прямо в девушку. Она, правда, не заметила. Взяла меня за руку, говорит, я тут думала, сидя у огня, и решила, что выйду замуж за первого встречного. Видите, как удачно вышло, что я промахнулся? Ай да я! Бедный ребенок! Спасибо. Бог подаст. Я смотрю, у нее пальчики вздрагивают, на шейке жилка бьется, в глазах там чувства всякие. Ну что, Ваше Величество, ура! Следовательно, чмокнул ее в самые губки. Замолчи! Убью. Нечего, убивали меня уже сегодня, и вот что вышло. Поцеловались мы, значит... Замолчи. Ваше Величество, распорядитесь, чтобы меня не перебивали. Неужели трудно? И давай, не переб... Встал. Она говорит мне, ступайте, доложите обо всем папе. Ну, вот я и докладываю. Папа. Черт знает что. Чертовщина какая-то. Так, а ну-ка, Света, посмотрите там в аптечке что-нибудь на меня. Я потерял сознание. Точно. Я потерял сознание. Да, остались одни чувства. Тонкие такие. То ли мне хочется цветов и музыки, а то ли пристрелить кого. Давай. Чувствую, случилось что-то неладное, а в глаза взглянуть в действительности нечего. Папа. Добрый вечер. Папа. А я замуж выхожу. За кого, дочь? А вот за это. Подите сюда. Дайте мне руку.
удовольствием. Не смейте хихикать, а то я застрелю вас. Вот он уже по-нашему. Вот это молодец. Свадьбу я назначаю через час. Сейчас. Ну, через час или через час. Что на самом деле, да, все живы, здоровы, правильно? Свита, распаковать багаж, надеть праздничные наряды, потом разберемся. Стойте! Что такое, говорите? Будьте моей женой. Взгляните на меня, я молод, здоров, прост. Я добрый человек, никогда вас Не не обижу. обижайте его. А что это, вам можно, а мне нет? А я поклялась выйти замуж за первого встречного. Так я тоже. Впрочем, не все. Эмилия за мной. Вы мне поможете надеть подвенечное платье. Палач за мной, поможешь мне с праздничным ужином. Тебя, трактирщик, тоже касается. Я догоню вас, Ваше Величество. Что? Сделайте так, чтобы принцесса была Я здесь. ее силой приволоку. Разрази меня нечистой. Послушай ты, дурачок. Опомнись, будь добр. Несколько нежных, ласковых слов, и вот вы снова вместе. Скажи принцессе так, мол, так, извините меня, я не могу. А потом возьми, да и поцелуй ее. Нет. Слушай, до свадьбы осталось 45 минут. За это время вы вряд ли успеете что-нибудь сделать. Услышь меня, сынок, слышишь? Давай, ну. Вот. Эмилия. Эмилия. Сынок. О, Эмилия. Дорогая. Ну, что? Поздравляю вас, дамы и господа, с большой радостью. Молодец, Эмилия. Вот и пришел конец всем нашим горестям и злоключениям. Слышал, сынок? По приказанию принцессы, ее свадьба с господином, министром-администратором, которая должна была состояться через 45 минут, Ну, быстрее. состоится немедленно. Эмилия, что вы Не такое? трогайте меня. Я при исполнении служебных обязанностей, будь я проклята. Ну, Эмилия, как же Ну так? что? Ну что я могла сделать? Она упрямо как... Да как мы с вами когда-то. Пожалуйста, Ваше Величество, все готово. Ну что ж, сейчас начну венчать. Честное слово. Сейчас начну. Раз. Два. Три. Начинаю. Как почетный святой и почетный папа римский нашего королевского двора, приступаю к совершению таинства брака. Жених и невеста, дайте друг другу руку. Стойте! Что такое, говорите быстрее, я вас ждал. Уйдите все отсюда, мне поговорить с ней надо. Все в порядке, я и сам рад, отец, все-таки. Ваше Величество, что Уберите. происходит? Ну что такое? Я прошу вас, уйдите, оставьте нас вдвоем. Идите, оставьте нас. Ваше Величество, пойдемте, А неудобно. вот еще чего, я сам небось хочу знать, Ну, чем Ваше все закончится. Величество! Отстаньте от меня! Все ушли быстро. Вместе со мной. Я подслушал в замочной скважины. Принцесса.
Сейчас я признаюсь вам во всем. Если вы меня поцелуете, я превращусь в медведя. Да я сам не рад. Это не я, это волшебник. Ведь я поклялся, что скорее я умру, чем обижу вас. Это не я, это он. Вы и вдруг превратитесь в медведя? Да. Как только я вас поцелую. Да. Вы будете ходить по комнате, как по клетке, взад-вперед. Никогда не поговорите со мной по-человечески, а если я уж очень надоем вам, вы зарычите на меня, как зверь. Пап! Папа! Пап, а он? Да, дочка, я подслушал. Вот жалость-то какая, да? Дочь, знаешь, со мной происходит нечто ужасное. Такое доброе. Что-то доброе проснулось в моей душе. Дочь, ну давай его оставим, а? Ну, подумаешь, медведь. Ну, не хорек все-таки, правильно? Но мы его приручим. Нет. Нет. Слишком я его люблю для этого. Прощайте. Навсегда. Прощайте. Дочь. Доченька. Поздравляю! Поздравляю! Совет да любовь! Замолчи. Замолчи, дурачок. Почему дурачок? Ты не видишь. Тут не свадьба, а горе. Что? Как? Не может быть. Ты не поцеловал ее? Но ведь... Трус! Господа, все, трактир закрывается, и я уезжаю. Ладно, давай мне ключи, я сам все запру. Спасибо тебе большое. Да, поторопи там охотника, вот свои дипломы собирай. Ладно. Ты! Держи ответ, как ты посмел не поцеловать ее? Но вы ведь сами знаете, чем бы это кончилось. Нет, не знаю. Ты не любил девушку? Неправда! Не любил! Иначе волшебная сила безрассудства охватила бы тебя. Ну вот кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевают человеком? Вот что? Что ты сделал из любви к девушке? Я отказался от нее! Великолепный поступок! А знаешь ли ты, что всего только раз в жизни выпадает влюбленным день, когда им все удается, и ты прозевал свое счастье. Прощай! Я больше не буду тебе помогать, нет, мешать начну тебе изо всех сил. Ты чего довел? Как трудна гора, дорога, чуть видны вдали хребты туманной серы. Ах, как тихо, тихо в мире, лишь порой из-под мула прошумев сорвется в бездну камень серый. Тишина, только песню
усатого. Да. Рано или поздно я разыщу принцессу, поцелую ее. И тут вы. Да, я понимаю, нового заманчиво, но мне, правда, неловко пользоваться вашей любезностью. Ничего, не стесняйтесь. А как на это отреагирует ее королевское высочество? Обрадуйтесь. О как! Ну, раз так, я согласен. Искусство требует жертв. Ну, скорее мой мул. Каждую ночь горе не знает, всходит луна, как заводная, видно на ней кто-то бывает, то зажигает ее, то задувает. Не прогореть, ей помогает, то зажигает ее, то задувает. Ой, вы приливы, отливы, этой луне в вышине подчинены вы, и как бы ни были нетерпеливы, вами приливы, вами отливы правит луна. Но стоит луне чуть задеваться, волны пойдут петь, плясать, где-то скрываться, и не узнаешь, куда могла подеваться. Шестая волна, седьмая волна, восьмая волна. Я страдаю невыносимо. Ну, сами посудите, вернулся я на родину. Так, все хорошо, верно. Все цветет и пахнет, как и в дни моей молодости, да только я уже не тот. Прозевал я свое счастье, потерял. А почему я об этом так весело говорю? Ну, я все-таки дома. Да и несмотря на свои страдания, я набрал вес на 5 кило. И чего, живу? Да и к тому же, страдания страданиями, а все-таки женился же я на ней. На Эмилия. Не могу я говорить вслух имя священное для меня. Че ты ржешь? Ничего не понимаешь в любви, потому что палач. Был палачом. Охотник, он уже давным-давно не охотится. Заведует у нас королевской охотой. Книжку пытается написать про теорию охоты. Женился, кстати, на фрейлине принцессе Аманде. У них девочка родилась, назвали... Муска. Нет, Мушка. Мушка. А ученик охотника женился на Аринтии. У них мальчик родился, назвали... Мишель. Ну, мишень, мишень. Вот так как-то. Принцесса страдает, а все идет своим чередом. Здравствуйте. Здравствуй, Эмиль. И вы здесь! Здравствуйте, друзья мои! Вы знаете, что у нас происходит? Какая у нас беда? Помогите нам, пожалуйста! Замолчи! Как ты смеешь надеяться на хороший конец там, где уже нет? Ну нет пути назад. Я нарочно не пускаю мальчишку сюда. А почему?
а потому что хочу увидеть, как принцесса с достоинством и спокойно встретит свой конец. Не охай! Ну а что все-таки, если чудом... Я когда-нибудь учил тебя управлять гостиницей или сохранять верность в любви? Нет. Ну вот и ты не смей говорить мне чудеса. Чудеса подчинены таким же законам, как и все другие явления природы. Нет. Но нет такой силы на свете, которая может помочь бедным детям. Ты чего хочешь? Чтобы он на наших глазах превратился в медведя? Я медведь! И охотник застрелил бы его? Этого ты хочешь? Нет. Ну и не будем об этом говорить. Ну а что, ежели все-таки мальчик... Нет, 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 нет. Все будет хорошо, все кончится печально. А? Дамы и господа, давайте будем держаться как взрослые люди, и в трагических концах есть свое величие. Какое? Они заставляют задуматься оставшихся в живых. И что ж тут величественного? Стыдно убивать героев для того, чтобы расшевелить холодных и растрогать равнодушных. Терпеть я этого не могу. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Да, давайте. А где же бедняга Король? Плачет, небось? В карты играет, старый попрыгун. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Как дела? Как погодка? Как принцесса? Ваше Величество, я... Впрочем, знаешь, не надо мне отвечать. И так знаю, что все обстоит благополучно. Ваше Величество, выслушайте меня. Ничего не хочу слышать, спать иду. Ваше Величество, ну коли вы не спасете свою дочь, то кто ее спасет? Вашу родную, вашу единственную дочку. Вы посмотрите, что делается у нас. Воришка, наглый деляга, без сердца и разума захватил власть в королевстве. Все теперь служит его разбойничьему кошельку. Ваше Величество, ну прикажите прогнать принца-администратора, и принцессе станет легче дышать, и страшная свадьба не будет больше. Ну ничего я не могу поделать. Да почему? Да потому что я вырождаюсь. Балда ты этакая. Книжки надо читать. И не требовать от короля того, что он не в силах сделать. Принцесса умрет. И пусть. Едва я почувствую, что такое действительно может случиться, я покончу жизнь самоубийством. Да? Да. У меня яд давно приготовлен. Вот только что пробовал его на карточном партнере. Прелесть, что за штука? Он и даже не почувствовал. Так что не надо обо мне беспокоиться. Ваше Величество, а мы не о вас беспокоимся, а о принцессе. То есть как это? Вы не беспокоитесь о своем короле? Да, ваше превосходительство. Как ты меня сейчас назвал? Ваше превосходительство. Меня, величайшего из королей, генеральским титулом? Да ведь это бунт? Да! Да! Я взбунтовался! Я взбунтовался! Вы вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся! Ха-ха! Съел! А я пойду еще дальше. Слухи о вашей святости преувеличены. Вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы простой аскет, подвижник, отшельник, но отнюдь не святой! Воды. Не давайте ему воды, пусть слушает правду. Почетный папа римский, да? Да вы не папа римский, не папа, поняли? Не папа, да и все тут. Так с меня довольно палач! А он не придет.
Он работает в газете министра-администратора, пишет стихи. Министр-администратор! Министр-администратор, сюда! Сюда! Обязательно. Ну почему? Отчего? Кто смеет обижать нашего славного, нашего рубаху парня, нашего королька, как я его называю? Вот они все, они говорят, чтобы я вас прогнал. Ах, какой бред. Вздор, как я это называю. Они говорят, что принцесса умрет. От чего? От любви, что ли? Наш общий врач, мой и королька, только вчера осматривал принцессу и докладывал мне о состоянии ее здоровья. Никаких болезней, приключающихся от любви, у принцессы не обнаружено. Несчастье! Несчастье! Доктор сбежал. Вы лжете. Эй! Я вообще-то люблю министров, но только вежливых. Запамятовал? Я человек искусства, а не простой народ. Я стреляю без промаха. Виноват. Заработался. Значит так, пошел я к доктору за успокоительными каплями, да? Прихожу, а шкафы пусты, все ящики отперты, а на столе записка сейчас. Вот она, Ваше Величество. Не хочу. Нет, вы прочтите. Ничего не хочу видеть. Нет, а там просто... Вы все свиньи. Они верно подданы. Нет, вы просто... И не надо за мной ходить! Постарел, королек. С вами постареешь. Прекратим болтовню, как я это называю. Господин охотник, дайте-ка мне сюда записку. Нет, господин охотник, прочитайте нам ее вслух. Конечно, конечно, извольте. Значит так, спасти принцессу может только чудо. Вы ее уморили, а винить будете меня. А доктор тоже человек. Он жить хочет. Прощайте. Доктор. Как там в конце еще раз? Доктор. Как это не кстати. Да, доктора. Найдите мне доктора, чтобы свалить все на него. Живо! Любви моей ты боялся зря. Не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. И если ты уходил к другой или просто был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде, и в теплом ветре ловить опять то скрипок плач, то литавров медь. А что я с этого буду иметь, того тебе не понять. Здравствуйте, друзья мои. И вы здесь, друг мой волшебник. И вы. Какой прекрасный день. А жизнь так и улыбается мне на прощание. Вам сказали, что я сегодня умру. Откуда вы это знаете, принцесса? Смерть подошла настолько близко, что теперь мне видно ее очень хорошо. Но не будем об этом. Что это? Что вы, принцесса, там никого нет. Шаги. Шаги. Ага. Это она. Это она. Нет. Это он. Это он. Вы ко мне.
все вам прощу. Хотите превратиться в медведя, превращайтесь, только не уходите от меня, пожалуйста. Я больше не могу тут быть одна. Почему же вы так долго не шли? Нет, я шел. А за мной смерть приходила сегодня. Но я не об этом. Я не жалуюсь. Я просто рассказываю вам новости. Почему же вы так долго не шли? Нет, я шел. Шел, думал, как приду, вам скажу. Вот я пришел. Ну, это хорошо. Вот и хорошо. Я так рада. Пойдем. Пойдем. Пойдем, я покажу тебе свою комнату. Ну зачем? Скажи, зачем затеял ты все это? Таким уж я на свет уродился. Не могу не затевать, милая моя, дорогая моя. Я захотел поговорить с тобой о любви. Но я волшебник. Я собрал людей, перетасовал их, и все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала. Вот как я тебя люблю. Спи, дорогая, спи. Я на свою беду бессмертен. Мне предстоит пережить тебя и затасковать навеки. Ну а пока ты со мной, я с тобой. С ума можно сойти от счастья. Ты со мной, я с тобой. Ну а может, ты не умрешь, а превратишься в плющ, обовьешься вокруг меня, дурака, а я возьму и превращусь в дуб. Честное слово, с меня это станется. Вот никто из нас и не умрет, и все кончится благополучно. А ты ворчишь, а ты сердишься на меня. А я вон что придумал. Спи, дорогая, спи. Проснешься, и уже наступит завтра, а все горести были вчера. Спи. На свете нет никого, кроме двух детей. Они прощаются друг с другом и никого не видят вокруг. Пусть так и будет. Спите, друзья мои, спите. Проснетесь, и уже наступит завтра, а все горести были вчера. Спите. Почему ты вдруг убежала от меня? Мне стало страшно. Страшно? Не бойся. Смотри, все заснули. Сейчас полдень, а так тихо, как будто полночь. Почему? Потому что я люблю тебя. Ну, это хорошо. Я так счастлива. Боже мой. Бежим на речку! Друзья мои, сюда! Глядите, это чудо! Он остался человеком. Нет, я видел, как он превратился в медведя, видел. Ну, может быть, на несколько секунд. Со всяким такое может случиться в подобных обстоятельствах. А потом что? Это человек. Этот человек идет со своей невестой по дорожке и разговаривает с ней тихонько. Любовь так переплавила его, что ему ни за что больше не стать медведем. Просто прелесть, что я за дурак. Это славно, но что с детьми? Они даже не смотрят на нас. Дочка, скажи хоть слово. Здравствуйте.
Мы вам верим, верим! Любите друг друга, да и всех нас заодно. Не остывайте, не отступайте, и вы будете так счастливы, что это просто чудо. А теперь ее легкие к низу катится повозка, валы послушны, на рогах у них венки. К низу катится повозка, валы послушны, на рогах у них венки. Thank you.